Одиночные удары. Бокс начинается именно с них. Но прежде я хотел бы пояснить. Если вдруг вы услышите, что за 12 тренировок я поставлю там нокаутирующий удар или в течение там какого-то месяца выставят вам линию удара, скорее всего, это не так. Потому что это связано с физиологией человека. Невозможно научить человека за месяц с точки зрения мышц. В первую очередь на первом году занятий ставится только один удар, основной удар. Это прямой. В боксе он является самым сложным ударом. И после него уже на базе прямого удара ставится боковой, снизу, ну и различные модификации, включая сложные удары, такие как кросс, это уже относится к встречным ударам, ну и свинг, который тоже считается уже таким достаточно сложным ударом по своему исполнению, по своей траектории. До каждого удара надо реально дорасти. Движение прямого удара, чтобы понятно было, вот если вы новичок, то вам надо просто понять, как работает вся система. Она троичная. Первая часть – это рука. В движении просто одной руки. Не надо ее ни так, максимально, как вот она выпрямляется, так и работает. Причем первое разучивание – это просто выкид одной руки. Вот как камушек кидаете, так и накидываете. Не надо ничего выкручивать, закручивать. Это уже нюансы, которые касаются более-менее подготовленных боксеров, которые уже понимают усиление удара и так далее, и так далее. Поэтому первое движение – это всегда движение руки. За плечом тянется уже лопатка, подключаются более сильные мышцы, удар усиливается. Дальше надо разучить и понять систему, как ходит бедро. В движении бедра, причем бедро не перекручивается, оно идет, просто выдвигается до своего максимального предела. Причем с ногами тоже особо не заморачивайтесь. Пока у вас не пойдет рука, не выдвинется лопатка, не повернется бедро, ног вообще не касайтесь. Когда начинает движение бедра уже выходить, за бедром уже начинает разворачиваться нога. Это очень просто. Итак, первое – выкинули руку, второе – потянули лопатку, и третье – начинаете уже выдвигать бедро. Просто его разворачивать на одной линии. Не надо никуда смещаться. Смещение происходит позже. Это уже четвертая часть, которую вы уже начинаете с точки зрения переноса веса тела. Пока вы не поймете, как выходит рука, лопатка и бедро, переносить вес тела опасно, потому что возникает физическое явление резонанс, которое, скорее всего, вас просто от линии силы удара уведет в сторону. Итак, движение лопатки, руки и бедра вы переносите с одной ноги на другую. Просто раз, раз. Быстро эти движения в начале делать нельзя, до тех пор, пока вы мышечно не окрепнете. Поэтому и существует система упражнений, которые укрепляют именно вот эти мышцы. Все просто. После прямого удара, когда вы уже понимаете, как у вас выходит плечо, как тянется лопатка, как двигается бедро, как переносится вес тела, начинается уже пояснение бокового удара, потому что у бокового удара есть угол локтя, который тоже видоизменяется. И чем угол локтя короче, тем удар сильнее. Боковой удар точно так же выставляется. Сначала движение руки, вот самые простые упражнения, это вот как скручивание. Это тоже гимнастическая модель, очень легко она делается, но чтобы понятно уже было, сила бокового удара в его вращении. Поэтому в учебной модели, я поясню, в учебной модели локоть выставляется в бок, и рука просто ходит, как обычная физкультура. Вот, пожалуйста, вот это вот первая учебная траектория бокового удара. Потом рука останавливается и делается то же самое вращение до, скажем так, прямой линии, чтобы вас не перекручивало. Это всего лишь гимнастика. Теперь вы делаете просто движение с рукой, движение делаете с телом. Вот таким образом. И только уже в третьей части вы начинаете, перенося вес тела, уже выкидывать ручку.
от корпуса, то есть не надо ее ставить в сторону, потому что, еще раз подчеркну, удар – это свойство мышц в первую очередь. И вот в этом положении, сила у вас мышц развивает свою скорость, когда она выходит вот отсюда. Если вы изначально будете вот так руку держать и вот так вот бить, во-первых, это будет очень неудобно, во-вторых, сильно никогда вы так не ударите. Удар выходит от тела, здесь немножко видоизменяется тело с точки зрения наклона, то есть направление падающего тела, то есть усиление, подключение мышц, также лопатки, также спины, и грудная мышца идет. И у вас получается хороший выход. Модель простая. Вот он выставился, и вот пошел перенос веса тела. Самое главное, вам не заходить за линию ноги от стопы направления, сгибания. Если будете перекручиваться, вы будете, во-первых, терять время на возвращение, во-вторых, у вас никогда не будет акцента. То есть акцента – это в момент остановки и напряжения, одномоментное напряжение всех ударных мышц. Это как бы не так просто, потому что, еще раз поясню, все мышцы ударные, они должны быть прокачаны. Это от 3 до 6 месяцев только одна подготовка идет. Теперь положение локтя. Тоже особо сначала не заморачивайтесь, потому что положение локтя выставляется с точки зрения работы на снарядах. Пояснять, что вот надо так или вот надо так, это в начале это просто потеря времени. Не поймет, тем более ни ребенок, ни начинающий, где тут какой нюанс, который вам заламывает, отламывает руку. Как правило, это происходит. Один раз подошел к мешку, неправильно ударил, все понял. Рука 3 месяца болит. Поэтому обратите внимание, просто вот прямая линия удара, а вот боковая. Все то же самое, только сбоку. Боковой удар – это тот же прямой удар, только сбоку. Прямой, боковой. Не надо ничего выдумывать, потому что если будете усложнять модель, скорее всего, вы просто в бою ее не вспомните. Это ставится все на уровне подсознания. Удар снизу. Удар снизу является в боксе одним из самых сложных ударов с точки зрения исполнения, потому что это очень хитрый, коварный удар, который вот в последнее время я все реже и реже его вижу даже у профессионалов, потому что особо не заморачиваются, ставят только, как правило, быстрые удары, которые идут от прямой линии, а снизу это надо подходить, это надо уметь подходить и надо уметь им пользоваться. Удар снизу ставится на базе бокового удара. Положение угла локтя просто опускается. И первичное упражнение, оно выполняется просто вот так, одной рукой. Это самый быстрый путь к правильному исполнению ударов. После чего, так же, как и при боковом ударе, вы делали вот так, в ударе снизу уже понимаете, как идет рука, руку закрепляете на месте и стараетесь сделать это движение уже телом, лопаткой, спиной. Опля, опля, рука на месте стоит зафиксирована, и попробуйте его выдать телом. После чего подключаются уже ноги и перенос веса тела. То есть вы стоите, подныриваете или можете просто по прямой ручку выкидывать. За счет сильных мышц, то есть при напряжении, как и при боковом ударе, то есть определяющий фактор силы – это угол положения локтя. Не надо его ни под себя заворачивать, никак. Просто как бросаете камушек от себя. Как при прямом ударе, боковом ударе, так и снизу все 3 физические силы работают одинаково. Есть еще одно упражнение, которое помогает при развитии силы удара – это кидать песок лопатой. Кстати, оно даже в советских учебниках прописывалось как профилактическое упражнение, и оно имеет место быть. В последующих наших роликах мы постараемся на примере гимнастики и простейших упражнений, которые были придуманы еще при царе Горохе, просто показать всю простоту, всю надежность и всю силу одиночных ударов. Вообще, так скажу, уже для опытных бойцов в боксе не бывает одиночных ударов. Лучше всего учиться бить сразу много. Начинайте, парни, с самых простых упражнений.
А там уже по мере поступления информации будет все больше и больше, ну, понятно, что такое удар. Это как чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.